фраза «Всем привет из морозильника» приобретает новый смысл, да? Тачка в форме холодильника. Просто, мне кажется, как будто бы машинка из будущего немножко. Всем привет из не такого уже теперь страшного морозильника. У нас чутка потеплело, но тем не менее мощное, ничего страшного, дикое мы пока не снимаем. Пока период народных городских машинок. Я, знаете, люблю кейкарчики, и особенно мне нравятся те разновидности кейкарчиков, которые, ну, по сути, такие маленькие микроавтобусики, компакт-венчики. У меня есть про такие, да, уже несколько видео. В частности, у меня есть, например, про Daihatsu Atrai. Ну, хотя он уже почти не кейкар, у него 1.2 мотор, но все-таки из маленьких таких машин. У меня есть про Mitsubishi Mini Cab. Тот тоже такой, ну, он тоже маленький, но у него очень вместительный салон, все очень там просторно. И сегодня я вам покажу еще одного любимца японцев. Такая модель у японцев прям в большом фаворе на самом деле. Если кто не видел, я обязательно приложу ссылку на японскую рекламу этой машины. Она имеет бешеную популярность. Они ее прям очень любят именно за вместительность, за трансформации салона, за ее приспособленность к повседневной жизни, к какому-то активному отдыху. Я вам сегодня эту модель покажу. Daihatsu Wake. Надо, как правильно по-английски говорить, Wake. Wake обязательно такое будет. Как по мне, вот этот кубик очень стильно выглядит, тем более, что мне, как я уже сказал, нравятся микроавтобусообразные такие машинки со сдвижными дверями. У этой версии есть вообще только единственное поколение, то есть их еще не было каких-то разных, но тем не менее дизайном они могут чуточку отличаться. Есть, доводчик есть, работает, ништяк. То есть подмерз чутка. То есть по задней части они чуточку могут отличаться, немножко решеткой радиатора там. Но, тем не менее, это все равно, по сути, одна и та же модель в разных вариациях, в разных комплектациях. Она достаточно высокая, кстати говоря. Вот смотрите, кто смотрел недавний ролик, где мы сравнивали Alto с N-Wagon, там я говорил, что высота, именно высота, то есть вот когда сидишь внутри, чтобы было много места над головой, и все, это большой плюс для кейкаров. Популярность у них все равно бешеная в Японии не сколько из-за их каких-то специфичностей, а, конечно, из-за того, что налог за них платить не надо и парковочное место не нужно. У нас в России, конечно, с этим проблем нету, но тем не менее, я считаю, что маленькие машинки пока еще недооценены. На данный момент вот такую машину можно взять от полумиллиона где-то так. Ну, то есть, я тоже приложу скриншотик из Дрома, да, вот на данный момент, вот на конец 2020 года, то есть они стоят 500 тысяч плюс, ну, там, 570, 550, там, по-разному, то есть, кто как. Кто сколько хочет. Во Владивостоке будет она дешевле всего лишь 1050, можно сказать. Никто там вам не даст особо выгоды какой-то. При заказе с аукциона будете еще даже дороже платить, потому что все-таки под себя будете заказывать. Ну, поэтому действительно вопрос покупки в данный момент очень неоднозначный. Но, тем не менее, это все равно свежие машинки. Тем не менее, с маленьким очень пробегом, да и, знаете ли, очень удобные в большом городе. А еще если учесть, что они бывают и полноприводные версии, а это всегда, у японцев это всегда. Это вот у европейцев такое редко, что бывает, что даже какая-то машина, которая по сути никак не вяжется с полным приводом, а бывает на полном приводе. Балдежный, конечно, момент, что есть сдвижные двери и с той, и с другой стороны, но, конечно, нету бесключевого с этой стороны. Ребят, он реально здоровый. Конечно, как вы помните, я вам всегда объясняю, что расстояния вот эти между первым рядом сидений, вторым рядом, ну и так далее, одинаковые вот эти все расстояния, потому что габариты кейкаров подчиняются стандартам. То есть можно там вилять, ну, 2-3 сантиметра делать там туда-сюда плюс-минус, но лимиты все равно у всех одинаковые. Короче, народ, благодаря тут довольно-таки, ну, с непривычки сложному тетрису мы добиваемся вот такого пространства. Все, натурально, вот. Здесь даже есть реально с завода вот такие вот пластиковые, такие типа коврички. Вот, ну типа водоотталкивающее такое, блин. По тачке можно ходить пешком. Помните ролик про Mitsubishi Mini Cab? Йоу.
Я вышел. Я пошел теперь в другую сторону. Видали? Прикиньте, вот за вот это ее и ценят. За вместительность. Как, по крайней мере, в инструкции японцы пишут, позиционируется для молодых семей, увлекающихся активным отдыхом, для активных пенсионеров. Там, ну, короче, вы поняли, да? Скажите своей бабушке, что ей нужна обязательно такая тачка. Ну, если она у вас любит заниматься. Помните, у нас в одном ролике были бабульки-лыжницы, а? Вот, если у вас такая бабулька, ей такая тачка подойдет. Конечно, нету запаски, но мало того, что сам по себе багажник, да, как я уже сказал, вот он здесь большой, так у него еще и под вот этой крышкой офигенный короб. Реально, короб прямо вон. Смотрите, какой глубины. О, ох ты, ох ты. Рамочка под квадратный номер. Это правильно. Тойотовская причем. Кстати говоря о Тойотах. Эта машина еще есть в версии Тойоты с шильдиком Тойоты. Но в отличие от часто встречающихся случаев, когда машина есть Daihatsu, а есть Toyota, и Toyota она обычно чуть-чуть побогаче, покрасивее, как вот, например, в случае с Атрайем. То есть Daihatsu Атрай чуть-чуть победнее, чем версия Toyota, но в случае с Вейком такого нет. Это абсолютно машины-близнецы. Но на рынках, на том же Владивостокской зеленке, какого-то хрена пиксисы эти, Toyota, ну вот, которые версии Toyota, стоят, блин, иногда 30 на 40 дороже. Не пойми за что абсолютно. Только потому, что шильдик Toyota. А я вам рассказываю, ребят, что Daihatsu уже много лет принадлежит Toyota. И это абсолютно одно и то же. Все, выкупили с потрохами. Они вообще сейчас скоро всех выкупят. Daihatsu выкупили, Subaru выкупили. Сейчас всех нахрен выкупят. И будет у нас все японские тачки под шильдиком Toyota на самом деле. Займемся моим любимым делом. Мерить будем тачку. Маленькую тачку. Доказывать будем, что маленькая тачка на самом деле не маленькая. Самое главное, что мне хотелось узнать, это высоту. Ни хрена себе. 1,25 м. Ни хрена себе. Бля, у меня в автобусе, по-моему, высота потолка такая же. Ну-ка, секунду. У меня в автобусе высота потолка 1,36 м. То есть, грубо говоря, всего на 10 сантиметров выше. А это-то здоровенная тачка, а не то, что кейкар. Ширина, скорее всего, стандартная, где-то в районе 130. Ну да, получается, до арок 96. И где арок нет, 113, 114. Слушай, все равно просторно, широко, реально. Ну и, конечно, длину до переднего сиденья. Так, аккуратно, чтобы конец вялый не был. 1,5 метра. Ровно 1,5 метра. Офигенно. Кейкар, благодаря Тетрису, превращается в очень даже вполне себе просторный универсал. Переднее сиденье складывается, и опять же у него здесь есть пластиковое покрытие, которое, конечно, можно использовать как столик, но если вот здесь сидишь на заднем ряде. Но если тебе нужно, опять же, просунуть какой-то длинный груз, ты тоже не испачкаешь сиденье, тоже у тебя все будет здесь четенько. Вот так аж. Ё-моё, а что мне мешает? Давай-ка всю длину. Это практически вся длина, можно сказать, машины. Вся длина автомобиля 1,90 м. Представляете, 1,90 м. В натуре правду показывают в рекламе. Лесопеды сюда можно загнать. Я вот думаю, что в какой последовательности лучше собирать. Между прочим, еще, кстати, обращу внимание, двигаются сиденья вперед-назад. Второй ряд, видите? То есть вот, это минимальные размеры багажника при максимально сдвинутых сиденьях. Давайте-ка, кстати, сейчас раскроем, посмотрим. Ух ты, тут какой механизм-то, смотрите. Опа. Сиденья мягкие. Ох. Вангую 30 сантиметров.
Ну-ка. Глаз алмаз, ровно 30 сантиметров. Ну вот так это примерно более-менее, да, так типа и там сидеть удобно, и ничего, так в целом нормально. И тогда получается 55. Но опять же, здесь салазки выдвигаются. Они, получается, не спрятаны в полу, как вот, например, у Хонды. Они здесь снаружи находятся и будут маленько мешать. Бывает крепление под удочки даже, там, под крышу. Ой, в общем, по-моему, очень даже неплохо. Ну, даже вот сейчас, вот, грубо говоря, багажник в 50 глубиной. В принципе, коробок накидай. Реально будет впечатляюще. Под сиденьем, под самим, у него находится наборчик. Но это опять же наборчик, вот эти вот наборчики для ремонта колес. Я вот всегда представляю, да, особенно в Сибири, это такое веселье, да. Снял в минус 30 колесо, что-то там корячится, что-то там чинить. Не то, что запаску взял, поменял, да. Это, конечно, такое все, чисто японская тема. Поэтому мне здесь больше нравится то, что это чисто вот корзинка. Видали? Вот, ее еще отдельно доставать можно. Но если нет подогревов, так хоть меховушку. Сейчас я в гламурные сиденья сяду. У меня тут, видишь, и это опушка гламурная, и все. Ой, ё-моё, гигантическая приборка. Именно сейчас, именно вот в этом году, вот прям вот в этот момент, мне кажется, Daihatsu Wake должен стать охеренно модной машиной. Просто должен стать бестселлером. Хотите, объясню почему? Потому что вышла игра Киберпанк. А там все тачки с такими очертаниями торпеды. Там все тачки такие, понимаете? Кто играл в эту игру, знает, что там у всех вот эти вот такие вот формы, вот такие чик-чик-чик-чик, там все. Абсолютно все машины там вот такие. Поэтому, мне кажется, вот этот дизайн должен сейчас стать модным, реально. К тому же у нее концептуальный такой вид специфический. Ну вот, просто, мне кажется, как будто бы машинка из будущего немножко. Я вам покажу практичные моменты, которые мне здесь нравятся. Во-первых, это прям охренительно, как здесь удобно расположены подстаканники. Вот прямо вот тут. То есть я вот еду, я не где-то там вот лапой там где-то шуружу, а просто вот раз, вот, понимаете, сел, попил, вот охрененно. Бардачок. Видите, где здесь есть бардачок? Знаете, для кого это может быть удобно? Для таксистов, например. Сюда можно класть навигатор, сюда можно класть телефон с программой. Слушай, Тёма, ты что, я купил N-Wagon вместо того, чтобы купить Wake-то? Ты что, елки-палки? Здесь вообще все квадратно большое. Вы посмотрите, какие лопухи этих козырьков. Просто вот лопухи такие прямо огромные. Кстати, зеркальца есть и там, между прочим. Я бы, конечно, хотел зеркала еще больше, знаете, такого вот, как вот у меня на автобусе, автобусного типа, такие квадратные бы, чтобы большие были. Это было бы и по дизайну бы классно было бы, и смотрелось хорошо. Но, по крайней мере, вот на том зеркале сделано даже дополнительные маленькие зеркала для слепых зон. То есть, ну, прямо что ты еду на фуре, да, слепые зоны контролировать. Из минусов я могу в этой машине назвать, ну, опять же, относительно других кейкаров. Вот этого обыкновенного дайхатсовского, уже, можно сказать, олдскульного такого, он довольно-таки давние разработки, мотора КФ-ВЕ, его недостаточно для такого кейкара, потому что все-таки в отличие от таких маленьких кейкаров, как, например, Daihatsu Mira, ну, в которую тоже такой мотор ставят, этот кейкар весит больше тонны, тонна 100, где-то так. То есть это, ну, как бы крупный кейкар. Для кейкара это крупная машина. И этого двигателя не хватает. Тем более, что они бывают все только с вариаторной коробкой. То есть его натурально не хватает. Если, допустим, в случае с Mitsubishi Minicab, который тоже является, ну, опять же, для кейкаров крупным минивенчиком таким, у него есть версии с механической коробкой. И получается, что ты можешь извлечь из маленького слабого мотора всю мощность и чувствовать себя уверенно. А в случае с Wake нету у него механических версий, поэтому, ну, как мне кажется, он достаточно вяло едет. Тёма, покажи, что у нас действительно есть еще сзади граждане. Все. Чтобы вы знали, что действительно
мы едем прямо толпой, а не то, что я такой один в пустую тачку сел и говорю такой, ой, как она едет, все как прямо хорошо. Вот, то есть представим себе, моделируем ситуацию. Господи, я в этом мехе не могу найти щелочку для ремня-то. Где она, господи, боже мой. Пушистки эти все загораживают. О, нашел. Кстати, сразу вижу, что есть датчики наличия ремня для всех 4 человек. О, застегнул. Микроскопических размеров педальки просто. Я вот все, даже мой небольшой размер 41 ноги, и то я... Хотя, если честно, я знаю, почему у меня такая реакция, потому что я привык к огромным лопухам этого всего в своем автобусе, там, где вот такая педаль, вот такое зеркало, все вот такое. Давайте поедем. Заранее знаю, что, конечно, динамика умеренная, ну, слушайте, ну, блин, ну, реально ощущения микроавтобусные какие-то. Офигеть, сидишь как в кинотеатре в каком-то, а весь мир это фильм. Обзор охрененный. Еще мне, кстати, нравится, что у него не глухие вот эти боковые стойки, а они со стекляшечкой. Реально меньше слепых зон. С точки зрения безопасности, не устаю повторять, кейкары недооценены. У них хорошее оснащение подушками, у них их всегда много. У них есть системы стабилизации, всякие курсовые устойчивости и прочие дела. То есть маленькая, недорогая, ну, относительно, естественно, машина напичкана на уровне, ну, прям серьезных всяких автомобилей. И это классно. То есть, когда мне пишут в комментариях, типа, ой, это капсулы смерти, ребят, вы просто вообще ничего про них не знаете. Они имеют хорошие оценки по всяким тестам. Японцы проводят достаточно серьезные краш-тесты с кейкарами, потому что у них это автомобили популярные. И если какая-то машина провалит такой тест, извините, это удар по репутации. Поэтому кейкары всегда очень хорошо оснащаются с точки зрения безопасности. У них есть всякие крепления, изофиксы для детских кресел. То есть реально автомобили проектируются именно, чтобы автомобиль использовался повседневно, учитывал все основные потребности. На улице сейчас где-то в районе минус 16. Не могу сказать, что холодно. Даже, что я, правда, в шапке еду? Знаю, почему я в шапке еду, потому что у меня на голове гнездо. Я не стригся 2 недели, поэтому я в шапке еду, да. Ну давай, вот по гладкой дороге. Ой, он, смотрите, он перестал закрашивать полосочку зеленым. Я максимально неэкономично и неэкологично езжу. Вот специально видно, сейчас едем в горку, я сейчас нажму прям в пол. Но мы поднимаемся, и это главное. И это главное. Кстати, на больших оборотах, вот жалко, тахометра нету, можно было бы посмотреть, на каких оборотах он был. Я чувствовал вибрацию. То есть прямо он прям напрягся, старался братишка. Ну, 3-цилиндрушки, они, конечно, любые с вибрацией, но это ничего не означает. Знаете, сколько заявленный расход официально? 3,7 литра. Уверен, что этих параметров вы не достигнете, потому что таких параметров не достигаешь даже в маленьких кейкарах, не микроавтобусного типа. А здесь, я думаю, в районе литров 6 скорее будет расход более правдоподобный. Шумоизоляция, естественно, тоже рекомендуется в любом кейкаре. Друзьяшки наши. Смотри, методика с вариатором, как вот на Приусе вот эта вот методика плавного разгона работает. Смотри, плавно нажимаем педаль, максимально плавно. И когда он уже набирает обороты, тогда можно продавливать. Смотри, он лучше едет, методика работает. В общем так, ребят, я считаю, что большего уже про эту машинку не расскажешь.
Я считаю, что я вас достаточно познакомил с такой моделью. Вы уже в случае покупки явно будете знать, что вы от такой машины хотите. Я люблю вот такие необычные, стильные, такие какие-нибудь такие прикольные тачки. Мне нравится всегда, когда что-то необычное. Обязательно жду ваших комментариев. Ну, конечно же, в первую очередь я знаю, что самый залайканный будет комментарий с той фразой, за которую YouTube снимает монетизацию. Это понятно, да. Тем не менее, жду адекватных комментариев. Мне всегда интересно ваше мнение. Какие, в первую очередь, вы считаете минусы в таких автомобилях? Я минусом считаю только то, что они дороговаты вот на данный момент. То есть, в моем понимании, такая тачка должна стоить 300 тысяч. Вот тогда все. А то что это такое вообще? Дожили уже. У нас Жигули стоят под миллион, блин. Ну куда вообще мы катимся? Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки есть в описании, обязательно туда заглядываем. Я уже не устаю прям напоминать, туда надо обязательно заглядывать. Там есть ссылки на другие видосы, на что-нибудь еще интересненькое такое. Я всегда делаю такие подробные, такие большие описания. И всем пока. Почему ты говоришь, делайте репосты в соцсети? Ну да. В соцсетях. Ну и что? Ну вот как будто она одна. Почему это? Это множественное число. Куда? Репостить? А где? Ну да, так вот в том-то и дело. Где ты в соцсетях? Это другой падеж. Репосты куда? В соцсети.